Привет! Вы написали отличный трек и готовы отдать его на профессиональное сведение. Сегодня 6 пунктов, которые нужно обязательно сделать и проверить до того, как вы нажмете кнопку «Отправить». За годы работы я свел под заказ сотни проектов и знаю, подготовка файлов — это не просто формальность. От нее напрямую зависит несколько вещей. Итоговое качество звука, сроки работы и, конечно, бюджет. Более того, это то, что отличает профессионала от любителя и превращает вас в клиента, с которым хотят работать снова и снова. А таким клиентам, поверьте, в будущем могут предложить какие-то более выгодные условия. Поэтому я составил чек-лист из 6 ключевых шагов, основанных на самых частых ошибках. Пройдя по нему, вы сэкономите время, деньги и получите лучший результат. Хотя еще пара слов до пунктов. Я вот все время говорю про важность сведения. И не просто несколько раз про это рассказывал вот в этих видео. Но еще и записал вот эти несколько видео, разбирая какие-то реальные свои проекты, в которых прекрасно видно, что сила в сведении. Общая длительность этих видео почти 4 часа. Когда я выполняю сведение под заказ, в подавляющем большинстве случаев я использую именно эти подходы, которые уже рассказывал на видосах. То есть смотришь эти видео, смотришь это бесплатно, изучаешь и зарабатываешь. И еще я иногда планирую проводить стримы, в которых буду сводить ваши треки. Бесплатно. Но есть важное условие. Я должен принять ваш мультитрек. И это еще одна причина записи этого видео. Первый пункт — технические стандарты файлов. Хотя это даже нулевой уж, больно он очевидный. Это такой фундамент, на котором строится вся работа. Ошибки здесь могут быть фатальны для качества. Вообще студия всегда вам скажет, в каком именно варианте, что им нужно прислать. Но есть и общепринятые стандарты. Первое — формат. Экспортируйте все дорожки исключительно в несжатых форматах. Стандарт индустрии — WAV или AIF. Забудьте про MP3 и другие форматы с потерями. Они непригодны для профессиональной работы. Второе — битовая глубина. Используйте 24 бита, это золотой стандарт. Но следите за тем, чтобы не было пиков на дорожках. Можете смело выделить все дорожки и понизить на 14-18 дБ, если ваша давка позволяет это сделать. 24 бита — это огромный запас по громкости, не беспокойтесь. И да, не включайте дизеринг. Кстати, об этом всем я уже записывал классное видео, посмотрите, ссылка в углу экрана. Третье — частота дискретизации. Главное — не повышать искусственно. Качество это не прибавит. Экспортировать и работать советую в 48, но 44-100 тоже норм. Второй пункт чек-листа — синхронизация и организация. Этот шаг отвечает за порядок и экономит инженеру часы рутинной работы. И здесь 4 пункта. Первая — единая точка старта. Абсолютно каждая дорожка от кика до последнего эффекта должна быть экспортирована с самого начала проекта. Такт 1, доля 1. Все файлы желательно делать одинаковой длины, чтобы не вызвать вопросы звукоинженера. Казалось бы, очевидно, но встречается всякое. Второе — проверка. Перед отправкой своего мультитрека создайте пустой проект и импортируйте в него все свои вот эти вот файлы, которые вы подготовили. Запустите и убедитесь, что все звучит синхронно и находится на своих местах. Третье — название файлов. Для звукорежиссера видеть название типа трек 01, аудио 2, подчеркивание final — это сразу ненависть к заказчику. Приходится играть в детективы и выяснять, что за инструменты скрываются за всеми этими именами. Называйте дорожки логично и последовательно, и уже даже на стадии написания музыки. Я думаю, это самому удобнее даже будет. Например, 0.1 кик, 0.2 снейр, 15 лид вокал и так далее. Нумерация в начале помогает хранить какой-то порядок, тоже помогает. Четвертое — структура папок. Разложите вот эти файлы по папкам. Drums, basses, vocals, FX. Это такой признак прямо профессионального подхода и экономит часы звукорежиссера и ваши бабки. Третий пункт — финальная редакция проекта. Микс-инженер не должен заниматься аранжировкой или исправлением ошибок исполнения. Его задача — сводить. Поэтому здесь 3 пункта. Первый — очистка дорожек. Удалите все неиспользуемые аудиоклипы, дубли и какие-то заглушенные дорожки, чтобы на экспорте не было вот этих пустых дорог, и чтобы звукореж не писал вам тут и тишина. Это так задумано? Вырежьте тишину и посторонние шумы из пауз. Звукорежиссер тоже это может сделать, само собой. Но он будет спрашивать: это вам оставить? Это ваша задумка? Подчеркнуть? Вам это сделать быстрее, потому что вы ориентируетесь в своей музыке гораздо лучше, чем только что открывший ее звукорежиссер. Второе — фейды.
Убедитесь, что в начале и в конце каждого аудиорегиона стоят плавные фейды и нет щелчков. Не часто, но такое встречается. Третье. Тюнинг и правки. Вся коррекция вокала, выравнивание ритма, квантизация и любые аранжировочные решения должны быть полностью завершены и применены к аудиофайлам. Если иное не оговорено, это базовое правило. Вы отдаете финальную аранжировку с финальными инструментами. Четвертый пункт. Уровни и запас по громкости. Headroom. Уже немного упоминал это в самом начале, но хорошо бы проговорить отдельно. Это критически важный технический аспект, который дает инженеру пространство для работы. И тут скажу 3 важных пункта. Первое – отсутствие клипирования. Убедитесь, что ни одна дорожка, ну и мастер-канал, не имеет цифрового перегруза. Простыми словами, индикатор не горит красным ни на одной дорожке. Клипированный сигнал – это брак, и это невозможно поправить. В начале видео я советовал рендерить в 24 бита. Можете срендерить в 32 с плавающей запятой. Это увеличит размер файлов, но можно не беспокоиться о перегрузах. Второе. Рекомендуемые уровни. Тоже уже сказал, что перед экспортом лучше взять все каналы и убавить на одно значение. Многие DAW это позволяют. Например, можно создать пустую дорожку, у которой будет значение 0 dBFS, выделить все треки и, взявшись за вот эту вот новую дорожку, понизить все на 18 дБ. Все остальные станут пропорционально тише. И после этого экспортировать. Третье – мастер-шина. Отключите любые лимитеры и компрессоры на мастер-канале. Написание музыки в лимитер на этапе продакшн – это в целом одна из самых распространенных ошибок. Я об этом в 3 или 4 видео говорил и даже примеры показывал. Пункт 5. Работа с эффектами. Основная мысль здесь – предоставить инженеру максимальный контроль. Тоже пусть будет 3 пункта. Первое – эквализация и компрессия. Как правило, они отключаются. Инженер применит свою эквализацию и компрессию в контексте всего микса. Исключение, если эффект является неотъемлемой частью тембра инструмента, например, какой-то специфический гитарный тон. В этом случае можно предоставить 2 варианта дорожки – с обработкой wet и без dry. Да-да, просто можете продублировать дорожку и назвать их dry и wet и экспортнуть обе. Второе – реверберация и дилей. Все пространственные эффекты, используемые на общих посылах Send AUX, должны быть отключены. Инженер сам создаст единое пространство для микса. А вот творческие дилеи и ревербераторы, являющиеся частью самого инструмента, можно оставить. Но тоже желательно предоставить и сухую версию. Вы спросите, а как звукорежиссер догадается о вашей задумке о пространстве? Это в следующем разделе. Третье – сайдчейны. Если сайдчейн-компрессия является ключевым элементом грува, например, пульсирующий бас в танцевальной музыке или дакающие инструменты, это следует оставить, так как это часть аранжировки. То есть оставляем сайдчейны, которые именно звук формируют, а не технически укладывают бас с бочкой. Техническое будет делать звукоинженер. Заключительный и очень важный 6-й пункт – сопроводительная информация. Это ваш надежный способ донести свое видение до инженера. И тут тоже несколько пунктов. Первое – черновой микс. Его еще называют rough mix. Всегда прикладывайте к файлам ваш последний вариант микса в отдельной папке с понятным названием. Главный ориентир для инженера, откуда он возьмет ваше предпочтение. Не переживайте, хороший звукоинженер очень много сможет прочитать из этого чернового микса. Второе – референсные треки. Приложите 2-3 ссылки на какие-то коммерческие треки, на звучание которых вы ориентируетесь. Звукорежиссер послушает ваш черновой микс, референсы, и у него сложится картинка, к чему стремитесь вы. Без первого и второго он будет делать на свой вкус. Третье – текстовый документ. Да, вот так просто. Создайте файл notes.txt или info, в котором укажете название песни и артиста, темп, BPM, тональность, любые какие-то конкретные пожелания по звучанию, объяснения по поводу оставленных творческих эффектов и ваши контактные данные. Вы можете спросить, зачем? Мы же пообщались в телеге. Может быть, но приятнее заглянуть в файлик внутри папки с проектом и там все прочитать. И, например, через ссылку найти контакт в телеге. Кажется, основное я сказал. Вот эти 6 шагов – ваш быстрый путь к эффективной работе со звукорежиссером и качественному результату. Если вот это все выполнить, вы продемонстрируете профессионализм, сэкономите свои ресурсы и дадите микс-инженеру именно то, что ему нужно для создания классного звучания вашей музыки.
Конечно, есть какие-то индивидуальные вещи, может быть, не 6 пунктов, а 10. Некоторые звукоинженеры могут высказывать какие-то свои собственные пожелания к мультитреку, но вроде бы я перечислил некий базовый набор любви. Ну а на этом у меня все. Готовьте свои треки правильно и до встречи в следующих видео. Пока!